Я приветствую вас, представители знака зодиака Рыбы. Таро расклад. События будущего. Что скоро случится или произойдет? Что откроется или что ведет к переменам? Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 апреля. Давайте узнаем через подсказки карт, какие энергии будут преобладать для вашего знака зодиака в эти 10 дней. И, конечно, будем реалистами, любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Итак, 6 карт. И у нас сегодня цыганский оракул Ленорман. Значение карт прописаны давно, сама колода не видоизменялась, поэтому переложим на нашу современную реальность. Итак, события ближайших дней, события ближайшего будущего, что для вас случится или что произойдет, какая правда откроется. Дополним картами Таро. Первая карта – неожиданность, неожиданные события. Что же за неожиданности для рыб и рыбок с 10 по 20 апреля? С чем это может быть связано или с какой сферой жизни? Добрые события или то, что вам будет помогать, что вам нужно услышать, что важно знать, каким-то образом, увеличивает вашу ресурсность. Ваши достижения, учеба, работа, документы, профессиональная деятельность, финансы, энергия денег, личная жизнь и любовь. Давайте будем смотреть, что же за события ближайших дней. Услуги. Это те услуги, которые либо вы можете оказывать, либо вам, но предполагается, что эти услуги оплачиваемые. Может быть, правда, вы кому-то помогаете, и взамен идет помощь. Не обязательно деньги, а у кого-то через деньги именно. Может быть, как новый вид заработка, вы что-то будете просчитывать. Или вы будете искать конкретного специалиста, чтобы вам оказали какую-то услугу или содействие в том или ином вопросе. События ближайших дней. Вот прописана свадьба. Понятно, что не все рыбы и рыбки идут под венец, свадьба. Но давайте переложим на нашу реальность. И что такое свадьба? Союз. Раз. И какие-то документальные оформления или взаимодействия, получение важных бумаг или того, что вы хотите осуществить. Союз, значит, это в целом ключевое партнерство или важные люди, которые вам помогают решить какой-то вопрос. Или вы видите продолжение в каком-то партнерстве, словно по судьбе, но еще и одновременно все же присутствует прописанное на бумаге или важный документ. Вы здесь можете прояснять словно свою жизнь и одновременно что-то обустраивать по закону тоже, потому что нам здесь буквально как иерофант показан или ветчание, когда вы можете заключить с кем-то вот этот союз или партнерство на бумаге. Может, как пересмотр брачных контрактов или заключение таковых, или даже подписание контрактов по работе. Но так или иначе это вселяет больше уверенности. Поэтому что-то у вас здесь хорошее такое, основополагающее, я бы сказала, в эти 10 дней будет. И это для вас, знаете, может как новая точка отчета в вашей судьбе. И у кого-то через личную жизнь, у кого-то через заработки, через работу или получение какого-то важного документа или согласования событий ближайшего будущего. Но все же не все так однозначно, потому что карта недруг. В этой колоде их две. Но вот этот недруг, именно эта карта, нам ведь, обратите внимание, ничего не показано. Просто обрисована женщина и все. То есть это есть какой-то человек, который либо вам может завидовать, или, мы говорим, затаился. Тот, который может одевать маску, себя не проявлять активно, и в то же время вы не знаете, что же он задумал. Знаете, здесь через зависть, конечно, как сказал Борис Пастернак, зависть – родная сестра и неразлучная спутница сатаны. Правда, очень многие черные плохие вещи начинаются именно с зависти. Поэтому, понятно, мы не завидуем, но и где-то не разогреваем эту зависть вокруг нас. Может быть, о себе много не рассказывать, это точно вам будет помогать. И
Знаете, не надеяться, конечно, на людей. Вот есть по аркану свадьба, да, какое-то партнерство, которое надежное, которое, возможно, уже проверено, и этому следует доверять. Но, может быть, вам что-то обещают, это сродни пустых обещаний. Или, наоборот, вам словно через обещания, через комплименты, через то, что нам нравится слышать, нам пытаются, ну, где-то усыпить наше внимание, а не время в эти 10 дней замечтаться или что-то построить на доверии, не время повторять какие-то ошибки. Что же случится и произойдет? Но тем не менее какой-то подарок или, может быть, решение финансовых вопросов, или буквально подарок, может быть, по части личной жизни, но что-то приятное, радостное будет. И это ведь не просто у нас вот сюрприз какой-то, именно более такую материальную форму имеет. И поэтому, может быть, некоторые вопросы, которые касаются денег, для вас они будут решены, по крайней мере, что-то вас будет радовать. Что же случится и произойдет, но есть еще и те моменты, которые вы действительно должны увязать законом. Карта солдат. И я не исключаю, что будут и информации, сведения. Меня смотрят люди из разных стран, и где-то действительно идут военные действия, и значит себя нужно беречь, не замечтаться, это факт. Но по аркану солдат это не обязательно солдат, это в принципе люди в форме. И, наверное, начиная от налоговых или таможня, я имею в виду налоговая полиция, тут тоже, смотря в какой стране вы меня смотрите, но иногда это присутствует и форма. Отчасти где-то так могут проходить и врачи, если мы рассматриваем форму. Но самое главное, это люди, которые действуют, точнее, в рамках приказа или в рамках своих полномочий, должностных каких-то инструкций. И человек не сможет сделать больше, чем ему позволено. Поэтому и вы можете оказаться где-то в рамках инструкций каких-то, или вы можете договариваться, иметь контакты с таким лицом. Но, значит, взаимодействие, оно все же может быть продолжено. Но, опять же, в каком-то либо ограничиваемом фарватере или в каких-то условиях, может быть, и вам приходится учитывать, тем не менее, какие-то обстоятельства. Может быть, обстановка, которая вокруг вас, она тоже вынуждает вас отчасти куда-то отправиться или получить важные документы, которые будут важны вам для того, чтобы выйти из какого-то сложного положения, когда вы сейчас словно в рамках. И такое тоже могу предположить. Может быть, и как информация о внешней, общей какой-то мировой ситуации на вас тоже может оказывать влияние, и в зависимости от этого определенные документы вы или какое-то сотрудничество, может быть, и по работе, может быть, и в личной жизни, вы тоже оформляете. И не потому, что вы этого хотите, а обстановка именно вас к этому вынуждает. Вот такое тоже могу предположить. Ну, есть какой-то пункт, как данность, реальность. И это мы не можем видоизменить. Нам нужно именно адаптироваться к умению жить вот по этому приказу или в каких-то условиях. События ближайшего будущего или что скоро случится или произойдет. Вот как услуга, так и служанка. Служанка это опять же, либо вы можете кого-то как человека, да, нанимать, ну, может быть, буквально по уходу у кого-то, я могу такое предположить, по уходу за престарелым родственником. Или вы можете пользоваться помощью какого-то человека для того, чтобы решить тот или иной вопрос. Но это оплачиваемая услуга. Вы платите за какую-то работу или вам платят, ну, а вы что-то выполняете или для вас кто-то что-то делает. Но есть такой нюанс самому вот в это состояние, когда мы бесплатно что-то делаем. Ну, наверное, не соскользнуть. Ваша услуга, она не должна быть не оценена, мои дорогие рыбы и рыбки. И, может быть, есть такой момент, если вы пользуетесь услугами какого-то человека, то тогда лучше заплатить за что-то, нежели, ну, для себя, вот как недруг, да, взрастить как врага или какую-то противодействующую силу, которая вам может помешать. Максимально прояснять какие-то отношения для вас будет важны. Вот это факт.
и самому как не замечтаться, но и, наверное, не надеть розовые очки, когда вам тоже что-то обещают. Берегите себя. Есть те отношения, на которые вы можете опереться, или есть те контракты, союзы, которые могут продолжаться как надежное партнерство или взаимодействие с конкретными людьми. Но все же и есть те персоны, с которыми вам нужно быть настороже. И нам ведь не говорят, что это будет только по работе, поэтому это может быть в любой сфере жизни. И зависть тоже может, опять же, присутствовать, потому что у вас, ну, как через подарок, у вас какая-то ситуация может быть решена по финансам, к примеру, и вы банально с кем-то делитесь. Так вот, анализируйте, с кем вы делитесь тем, что у вас получилось осуществить. Может быть, для вас ваша радость или буквально когда на лице у вас больше улыбок, кого-то может тоже раздражать, кто-то за вами может буквально наблюдать. Ну, не хочу нагонять какого-то мрака, но тем не менее серьезные есть карты, которые выпали, и они заставляют быть внимательным. Неожиданности, неожиданные события. Вот будьте как королева мечей. Она в первую очередь собственную независимость поддерживает. И независимость, кстати, это не через доказательства. Она имеет свой план, то, что она хочет осуществить, и надеется она сама на себя. И буквально помогает вам молчание, когда никто не знает о ваших планах, когда никто не знает, куда вы собираетесь поехать. Ну, может быть, знает один-два человека, но это более чем проверенные люди. Ну, даже не два человека. Если мы говорим по королеве мечей про образ Юдифи, но никто не знал, куда она отправится. Она взяла с собой служанку, потому что, да, она ей помогала. Я уже не повторяю эту историю. Кому интересно, проясните. Через интернет вы найдете информацию, потому что это Ветхий Завет. Это то, что присутствует во многих символах и религиях мира, мои дорогие, в христианстве однозначно. И даже есть картины в древних храмах, именно на эту тематику. Поэтому, ну, наступает, видимо, в жизни каждого из нас тот пункт нашей жизни, когда мы должны именно надеяться сами на себя, и молчание нам помогает. И есть вот, может быть, как служанку Юдив взяла, да, может быть, и есть какие-то услуги, люди, которыми вы воспользуетесь, но я бы не сказала, что вы перед ними раскрываете все ваши планы. Нет, храните молчание, вам это помогает. И вас могут выпытывать, может быть, даже кому-то интересно узнать, чем вы дышите, а по королеве мечей ваша независимость, она дороже всего. В неожиданностях есть как раз возможность у вас какое-то, знаете, как миссию осуществить. Но рассчитать вы должны собственные силы. Потому что тут не совсем нам говорят о том, что в любой момент будет какая-то добрая оказия, и тебе кто-то придет на помощь. Поэтому хладнокровие, выдержка, неповторение каких-то прежних ошибок. И вы в чем-то можете поставить окончательно точку, словно решить какую-то проблему. Причем это в неожиданностях. Иногда это приходит через понимание. Мы видим реальность словно другими глазами. Мы сняли розовые очки. И вот что-то подобное тоже может проигрываться. Что же вам помогает? Очень добрый аркан, звезда. Сияйте вообще как звезда. Смена имиджа вам помогает конкретно. Когда вы поставите перед собой цель и будете готовы корректировать ваши мелкие планы, чтобы конечная цель была достигнута. Здесь что-то далекое, и для кого-то поездка, переезд, осуществление мечты, но это не завтра, это не скоро. Это именно дистанция по времени. Иногда по этой карте дистанция и в километраже, и может быть конкретно поездка какая-то вам помогает, и в этот период времени, в эти 10 дней вы приедете, возможно, на какую-то местность, окажетесь, может быть, в конечном каком-то пункте, и там вы сможете для себя некоторые вопросы прояснить тоже. Но сохраняйте сами себя. И где-то дополняет эта карта все то, что я сказала по королеве мечей. Если никто вашу мечту не знает, то вас это и бережет, и мечту. Счастье, как и удача, любит тишину. Вот помните об этом, и это вам помогает. Но, в принципе, какой-то, знаете, как вот я сказала, миссия или главный смысл жизни, тут что-то не совсем материальное, не совсем в разрезе
какой-то банальности или бытовых событий буквально вами движет и может вам способствовать к тому, чтобы, как, знаете, измените кардинально свою жизнь, измените качество жизни. Может быть, карта еще и говорит о том, что стань популярным, кстати, сияй как звезда. Это вам тоже будет помогать. Ну или я сказала, имидж вы меняете, может быть, какую-то деталь в имидже, и вам это помогает. Ведь люди нас встречают по одежке. Так устроен человек. И то первое впечатление, которое мы производим у людей, оно очень прочно оседает в умах людей, и они нас уже воспринимают с как позиции какого-то стереотипа. А может быть, вот этот шаблон вам тоже нужно сломать о себе. То, что как вас представляли люди прежде, а вы теперь приходите к выводу, нет, тут надо что-то переиграть. И вы будете пытаться изменить мнение окружающих именно потому, что вы через имидж или через манеру общения, мои дорогие рыбы и рыбки, и вам это тоже помогает. Ну ладно, сфера ваших достижений, башня. Ну, я вот говорила, да, все то, что по цыганскому оракулу Ленорман, тут есть какие-то моменты, которые вам приходится учитывать, и они именно связаны с внешними событиями. Так или иначе, ваша концепция жизни или ваши планы увязывается с этим. И 16-й аркан, собой, понятно, не рисковать. Но и нам говорят еще о том, что не может быть продолжено что-то в том ключе, который был прежде. Здесь вам придется корректировать, возможно, планы. Неизбежно, потому что реальность, опять же, меняется. Меняются, может быть, буквально законы. И с одной стороны, почему прообраз Юдифи или королева мечей? Надейся сам на себя и сохрани молчание. Не соглашайся на первое какое-то предложение, но рассмотри, возможно, его. Отстрой какую-то новую концепцию взаимодействия с людьми. Потому что прежние условия, они могут быть нарушены. Или что-то, в принципе, как система какая-то, тоже может давать сбой. Это будет открывать новые возможности, но какие, вам еще задача увидеть. Поэтому, с одной стороны, искусство мелких шагов, а с другой стороны, я так могу предположить, для кого-то из вас может проиграться и так, как необходимость переезда, потому что вы не можете раскрыть таланты свои по максимуму именно в этом месте. Или обстановка небезопасна, и мне надоело с собой рисковать. Или для кого-то смена работы или ваших достижений, как обретение новых навыков, потому что вот мой сегодняшний навык, профессия, этого недостаточно для того, чтобы в будущем чувствовать себя более свободно, более уверенно, более надежно. То есть, иными словами, вот это разрушение или то, что, с чем мы не можем даже согласиться, возможно, да, и приходит к нам через информацию, нам следует все-таки принимать как реальность, свершившуюся, и от этого отталкиваться, чтобы как и адаптироваться и организовать свою жизнь в каком-то новом ключе. Вот для вас это имеет огромное значение и вроде короткий период, но вам с чем-то основополагающим нужно определяться, как и по части взаимодействия партнерства, точно так же и по документам, потому что тут могут быть изменение законов или изменение какой-то системы, опять же, но у вас есть то, что вам помогает. Поэтому вовремя, может быть, какие-то договоры пересмотреть, перезаключить или оформить документы конкретно в эту декаду. Будьте внимательны, потом себе скажите спасибо. И по деньгам тройка мечей. Тройка – это не есть карта того момента, который присутствует в вашей жизни теперь. Это всегда то разочарование, которое было днями, может быть, и месяцами прежде. И у вас на деньги, поэтому была какая-то патовая ситуация. Возможно, вы кому-то помогали, кому-то одолжали деньги, потом сами остались. Не при деньгах, не при делах. Вас люди подвели. И вот теперь собой не рисковать. Имейте заначку. Вот конкретно. Королева мечей где-то пересекается с этой тройкой мечей. Все то, что я сказала, независимая позиция. У вас должна быть какая-то сумма денег, о которой знаете только вы. Для вас это одновременно будет как защита, поддержка. Вы знаете, что да, в какой-то период времени я могу быть более ресурсным. И об этом не знает никто, потому что вы храните молчание. Но, с другой стороны, это
Карта может свидетельствовать о том, что вы кому-то проболтались, может быть, да, о своих доходах, да, или о каком-то, ну, прибыльном участке работы, и это вам может помешать. Кто-то может иметь виды, планы на вас, и здесь недруг нам выпадает, поэтому себе не навредите, не повторите какую-то прежнюю ошибку. По этому поводу мы горевали прежде, и эту ошибку мы не должны повторить. И отнюдь не потому, что мы заново, как вот эту рану в себе самом заново оживляем, или мы снова начинаем что-то обдумывать, или погружаемся вот в эти эмоции. Нет, тут как раз оставляйте просто конкретную ситуацию. Мы делаем выводы и идем дальше. Но теперь мы не найдем эти старые грабли, мы не повторим эту ошибку, потому что мы были уже раз в какой-то патовой ситуации, и это у вас на деньги. Но на деньги не замечтаться, потому что ситуация какая-то не нова, или вас могут пытаться увести от какой-то реальности, или предлагать, обещать что-то, недруг выпадает, или вам даже за услугу вашу, за какую-то работу могут обещать какие-то деньги. А вот если эти деньги прописаны, например, у вас как в договоре, вы оказываете услугу или делаете какую-то работу, а вам конкретная сумма денег прописана на бумаге, вы ее получите. Вот тогда, возможно, и стоит рассмотреть. А если это просто слова, они так и останутся словами, а денег вы не увидите. И похоже с чем-то подобным. Ну, не буквально, но похоже. Вы уже такой опыт проходили. Поэтому будьте расчетливы, мои дорогие рыбы и рыбки. Мне нечего сказать. Личная жизнь. Вам тут кто-то помогает. Шестерка пентаклей. Это помощь высших сил. Иногда помощь высших сил приходит к вам через помощь конкретного человека. Часто по шестерке пентаклей это, ну, в вашем окружении есть как раз тот, кому вы можете доверять. Решается финансовый вопрос действительно, может быть, как подарок или, ну, какой-то бонус. У кого-то премию получил, да, вот если есть таковые. Или за проделанную работу вас руководство как-то обозначит и денежку дополнительную даст. Но деньги есть, деньги будут. Но это лично для вас. Поэтому это сохраняйте. Об этой сумме не должен знать буквально никто. Я вот так попутно вам говорю, но по личной жизни это какое-то плодотворное партнерство. Но и карта говорит. Помни, рука дающего завтра будет рукой просящего. И в тему всего мною сказанного эта карта предусматривает, что денег мы в долг не даем конкретно. Либо мы их не увидим никогда, либо увидим не скоро. Пентакли все-таки, мои дорогие, хоть и на личную жизнь, но взаимодействие только с проверенными людьми. Вот так в целом карта говорит. И словно высшие силы тебе будут помогать. И если ты сам где-то себе помогаешь, о себе много не рассказываешь, учишься себя сохранять, продуманные какие-то действия. Вот нужно быть особо осмотрительным, продуманным и подмечать все то, что происходит вокруг вас в эту декаду. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.